Ветер северо-западный, 8-13 миль в час. Ощутимое похолодание. Ощутил. Когда стаи птиц тянутся по ночам на юг, а жены, не имеющие котиковых манто, становятся ласковыми к своим мужьям, это значит только одно. Зима на носу. Настал час учредить комитет по спасению собственной особы от надвигающихся холодов. Мне не нужна поездка по Средиземному морю на яхте с остановкой в Неаполитанском заливе. 3 месяцев заключения на острове будет вполне достаточно. 3 месяца верного крова, обеспеченной еды, да еще и в приятной компании. Вдали от посягательств Борея и фараона. А Санта, как джентльмен джентльмена, честно предупреждает своими визитками о своем скором приходе. В городе тьма благотворительных заведений. Привет, Сапи. Лист на жопе. Там можно получить кров и пищу, соответствующую скромным запросам. Но каждая койка там сопряжена с обязательной ванной, а каждый ломоть хлеба отравлен залезанием в душ. Остров. Нет, не предлагайте мне билет на Ривьеру. Оставьте ваши дары, они мне тягостны. Закон куда милостивее филантропии, поэтому я предпочитаю зимнее паломничество в уютную тюрьму. На остров. Там, конечно, все делается по строгим правилам, но зато никто не лезет в личные дела джентльмена. На остров ведут множество легких путей. Но самая приятная дорога лежит через хороший ресторан. Вас безо всякого скандала передают в руки полисмена. Да, по-видимому, путь на остров не будет усеян розами. Но ничего, есть и другой способ проникнуть в рай. Куда он побежал? А вы не думаете, что тут замешан я, или вы не желаете это принять даже как гипотезу? Люди, разбивающие камнями витрины магазинов, не ведут переговоров с представителями закона. Они берут ноги в руки, умник. Вон он! Вон бежит за трамваем! Что, Сопи на остров собрался? Дай закурить лучше.
Слушай, я что, похож на честного труженика, направляющегося на работу? Или, может, отменили параграф муниципального постановления об аресте по подозрению? Ну, поскольку это не вполне конституционно. И охота тебе ребра чесать дубинкой из акации. А это оставим в Нью-Орлеан. Мы туда с диким свистом махнем. Там тепло, там бананы. Да там порт, джутовые мешки и сахарный тростник. Да первый же десятник вас завербует, и тогда к вам потянутся тачки, кирки, лопаты, как гремучие змеи. Не, я на остров. Супер! Ладно, пока. Пойду к ирландцам пообедаю. Дику Свисту привет. Ну, тут без особых претензий. Посуда и запахи тяжелые, а скатерти и супы жиденькие. Эй, официант! Бифштекс, порцию оладий, пончики и пирог. Любезный, посмотри на меня. Даже самая мелкая никелевая монета не имеет со мной ничего общего. А теперь давай, живей зови фараонов. Давай пошевеливайся. Не заставляй джентльмена ждать. Обойдешься без фараонов. Эй, кон, подсоби! Надеюсь, вы довольны обслуживанием, приятель. Вполне доволен. Хотя кофе отвратителен. Что, остров начинает казаться несбыточной мечтой? Эй, мисс! Вы не видели здесь такого пухлого мальчишку с луком и стрелами и совсем раздетого? Леди, ну куда же вы? Прогуляемся. Мой текущий счет к вашим услугам. Отвяжитесь. Леди, ну послушайте же. Если из сияния ваших глаз выдует весь холод, то мой восторг, пожалуй, раздует так, что я смогу смотреть на аэропланы сверху. И вот так... Послушайте, рыцарь улиц, вам шпага и ботфорты не помешают отвлечь этого? Кого? Ну, фараона, быстрее же. Эй, мисс, он к вам пристает? Ты что, пристаешь к мисс? Перед лицом такой несокрушимой проницательности, как ваша, сэр, у меня не хватит нахальства утверждать, что я тут пасу овец или реставрирую старинную бронзу. Сдается мне, что ты не пара для мисс. Говоришь не так. Одет не так. Кто ты такой и как тебя зовут? При всем уважении, сэр, но вы тоже не похожи на ее отца, чтобы ставить на мне клеймо «одобрено». Да, я беден, и общественное положение мое более чем скромно. Зато я не тружусь за $12 в месяц в конторе на 35-й авеню. Не служу разносчиком газетных сплетен и не потею, пытаясь удержать вместе кучу животных, единственное стремление которых разбежаться во все стороны. И хотя мне чуждо занятие, связанное с насильственной чисткой почтовых вагонов от банковских купюр, я еще далеко не в таком упадке, как полицейский департамент штата,
Да я бы скатился еще ниже, если бы не мое честолюбие, которое в неравной борьбе победило ром и особого сорта коктейль, который подают во всех вокзалах Пенсильванской железной дороги. От Скрэнтона до Цинциннати. Немного джина и французского вермута. 1 лимон и хорошая порция апельсинной горькой. Попадете в те края, не упустите возможность испробовать на себе, ручаюсь. Слушай, ты, мистер Язык на привязи, придется мне тебя арестовать за бродяжничество. Ну, офицер, Майк пригласил меня, чтобы угостить пивом, но немного опоздал, и я рассердилась на него. Он не хотел вам грубить. Правда, Майк? Приятный вечер, констебль. Что вы смотрите? Они таки ограбили мой магазин. Ставлю $5, что он бежит резвее фаворита на скачках в Бостоне. И часто вам приходится так убегать от полиции? Если и приходится, то не в криминальную хронику под заголовком «Очередное дерзкое ограбление». Это тебе, сын Шахрезада и фонографа. Ты вроде бы мастак насчет всяких там идей и словопрений. Может, поешь с нами? Увы, нам не по дороге. Я? Мне только на 3 месяца, а не на электрический стул. На, смотри. Поехали, нет времени наигрывать на дудочке. Вы правы. Дело не в дороге, которую мы выбираем. То, что внутри нас заставляет выбирать дорогу. Прощайте. My beautiful daydream, my beautiful daydream, my beautiful daydream.
Боже мой. Боже мой. Это ельский студент, мэм. Они сегодня празднуют победу над футбольной командой Харвардского колледжа. Шумят, конечно, но не опасно. Нам дали инструкцию никого не трогать, мэм. Я даже когда была молодой, никогда не ходила на этот ужасный футбол. Да. И мой Фредди, царство небесное, тоже. Попробовал бы. Он меня называл душечка-пампушечка. Да что ж это такое-то, а? Какие злые чары сделали меня неуязвимым для полиции? Оставьте аппарат в покое, он заряжен. Да неужели? Выстрелит? Ну, это же ваш аппарат, ваш! Так позовите фараона, вон он стоит на углу. Или этот цивильно-социальный оплот не для вашей фотографической музы? Моя муза слишком робкая девица и не появляется при виде каждого бродяги. Извините, но вы сами напросились, приятель. Скажите «сыр»? Шли бы вы отсюда, мистер. Нечего вам тут околачиваться. Да будь проклят каждый, кто хоть раз надел фуражку. Будь проклят каждый, кто хоть раз взял в руки дубинку. Да чтоб вам всем. Я что вам, Папа Римский, непогрешимый и любвеобильный? Проклят этот шум и суета, будь проклят этот шик и блеск, и этот сквер, вместе с этим городом, и с его климатом, и со всеми пригородами, да что вам? С вашей филантропией, с вашей тюрьмой, с вашим островом, и с вашим бюро погоды, и с газетными прогнозами. И со всем метеорологическим департаментом. Да что? Господи, как мне выкарабкаться из грязи? Как снова стать человеком? Как победить зло, которое сделало меня своим пленником? Господи! Господи! Дай мне сил для борьбы со злодейкой судьбой. Ну, время ведь еще не ушло. Я сравнительно молод. Я воскрешу в себе прежние честолюбивые мечты. Я возьмусь за их осуществление. Завтра же утром я отправлюсь в деловую часть города и найду себе работу. Один меховщик мне как-то предлагал место возчика. Я разыщу его и попрошусь на эту службу. Господи, я хочу быть человеком. Господи, я хочу быть человеком. Что вы тут делаете? Ничего. Когда пойдем? На остров 3 месяца.
Thank you.